Дорогие друзья, перед вами яблоко, а вокруг украшения. Украшения вам в ритуале не понадобятся, но у меня они на алтаре для красоты, для творчества, для оформления алтаря. Вы знаете, как я трепетно отношусь к своим алтарям, поэтому у меня это яблоко есть, а вам оно не обязательно. Я хочу вас научить одному способу получить быстрые деньги. Это очень хороший, очень сильный способ. Научила меня бабушка одна давно. Она украинка. И мама у нее колдовала, и бабушка колдовала. Но ей передалось так не особо, потому что у нее старшая сестра занималась ведовством. Ну, к тому времени ее уже не было в живых, но поскольку она выросла в семье ведьм, конечно, ей кое-что передалось, она много чего знала и очень была такая хитрая бабулька и подчинила себе и сыновей, и сынов, и мужа, и всех окружающих. Ее уважали, боялись. Знала некоторые заговоры, могла поделиться. Ну, чтобы сказать, что она прям ведьма была, нет. Но она жила очень хорошо, в достатке, умела заговаривать как бы домашний скот, умела заговаривать и получать деньги. И причем больше всего дивидендов от государства получали она, муж, еще кто-то, скажем так, на зависть соседям. Но она всегда говорила, что она просто знает некоторые вещи, семейные секреты, которые ей помогают. Она мне рассказала об одном секрете, поделилась и примерно объяснила, что это такое. То есть у нее особого заговора не было. Она просто сказала, что надо делать, кого надо вызвать, что надо при этом, то есть после этого сделать для того, чтобы быстрые деньги пришли. Вот как-то не идут деньги, а вам хотелось бы, вот они должны отдать, а вроде бы никак, да, тянется время, а вам вот надо очень срочно, а вы еще и ленивые, или вы устали, или плохо чувствуете себя, а деньги вам нужны. А вот некогда делать ритуалы, а деньги надо и так далее, без конца. Берете яблоко, любое, может, белое яблоко, там имею в виду, ну, есть и белый, да, такой цвет, желтый, красный, какое любите, какое хотите. Берете яблоко, начитывайте на яблоко этот заговор 3 раза. И яблоко съедаете полностью. То есть, ну, конечно, то есть, там, то, что останется, чуть-чуть выкиньте, там, косточки, еще что-нибудь хотите, съешьте, если любите. Некоторые вообще съедают полностью, ничего не оставляют. Но никому отдавать нельзя, ни с кем делиться нельзя. Читайте на яблоко, съедайте яблоко полностью. И я вас уверяю, через короткое время к вам придут какие-то деньги. Еще раз объясняю для тех людей, которые у меня недавно. Изучите мой канал. Очень быстро получается ритуал у тех людей, которые уже не раз, не два делали. У остальных нужно время, постепенно. Сначала через месяц, потом недели через 2, если у вас прям сложный случай. А вообще у всех получается быстро, если честно. Но я на всякий случай предупреждаю. Такой душистый. Не удержалась. На всякий случай вас предупреждаю. Чтобы потом не сказать, что вот я прочитала, через 2 минуты и деньги не пришли, с воздуха не упали, мешком там по башке не дали деньгами. Так не бывает. Конечно, деньги должны прийти от вашей работы. Если вы торгуете, значит, от торговли. Если вы, скажем, бюджетник, значит, какую-то премию вам дадут, поощрение, подработку и так далее. Но в любом случае они придут. И можете эти яблоки съедать хоть каждый день. Итак, заговор на украинском составлен мной на основе того, что мне примерно сказала, что надо говорить и как надо делать бабка Маланья. Вот так ее называли
честно, ее настоящее имя даже не знаю. Но она мне сказала, я делаю, и много лет мне помогает. Ну, еще кое-кому передала, а теперь передаю вам. Берете в руки яблоко, любую руку, не имеет значения. 3 раза читайте над яблоком и кушайте. Не нужно откладывать. Начитали и поели. А дальше что будет, сами узнаете. Я назвала этот ритуал «Золотое яблоко», поскольку оно связано с денежной силой. Итак, слушаем внимательно. Кличу я дух грошей. Приди та приди, яблуко увійди, вселяйся в яблуко, яблуку я з'їм, себе грошима благословляя. В яблуці дух гроші, яблуку я їм, тепер яблуко в мені, а там грошівий дух. А де дух гроші, гроші туди і йдуть. А саме до мене. Так мо буде. Заклинаю. Кличу я дух гроші. Приди да приди. В яблуко увійди. Вселяйся в яблуко. Яблуко я з'їм. Себе грошима благословляя. В яблуці дух гроші. Яблуцю я їм. Тепер яблуко в мені. А там грошівий дух. А де дух гроші, гроші туди і йдуть. А саме до мене. Так мо буде. Заклинаю. Кличу я дух гроші. Приди да приди. В яблуко увійди. Вселяйся в яблуко. Яблуко я з'їм. Себе грошима благословляя. В яблуці дух гроші. Яблуко я їм. Я їм. Тепер яблуко в мені. А там грошівий дух. А де дух гроші, гроші туди і йдуть. А саме до мене. Так мо буде. Заклинаю. 3 раза читаем, я вам еще раз для верности прочитаю. Кличу я дух гроші. Приди та приди. В яблуко увійди. Вселяйся в яблуко. Яблуко я з'їм. Себе грошима благословляя. В яблуці дух гроші. Яблуко я їм. Тепер яблуко в мені. А там грошівий дух. А де дух гроші, гроші туди і йдуть. А саме до мене. Так мо буде. Заклинаю. Я когда-то работала с одесситами. Обожаю этот язык. Украинскую мову люблю. И, между прочим, очень быстро срабатывает, потому как родина все-таки славянского ведовства, Украина. Я об этом рассказываю. Так что гроші до вас дотопают. Когда съедите яблоко. Начитали 3 раза и съели. Никаких детей, соседей никому дать нельзя. Детям дайте другие яблоки. А это сами съешьте. А потом напишите, что произойдет. Всем удачи. Ах да, и спасибо бабке Малании.